Девчонки, все, кто вяжет по моим мастер-классам, хочу предложить вам такую идею. Вы скидываете свои фотографии в изделиях, которые связаны по моим мастер-классам. Я создам видео из ваших фотографий с вашими работами и выложу сюда отдельным видео. Мне кажется, это будет очень классно. Поэтому, если у вас есть такое желание, можете присылать фото готовых работ мне в Инстаграм либо ВКонтакте. Название страничек есть у меня в описании к видео. Также отдельную благодарность хочу выразить всем тем, кто присылает донаты на развитие моего канала. Это добровольные и безвозмездные пожертвования. Сейчас, во времена отсутствия монетизации, меня это очень сильно вдохновляет. Все эти сердечки адресованы вам. Спасибо вам большое. Ну а мы приступаем к видео. Всем привет! Сегодня свяжем вот такие классные новогодние елочные игрушки, которые могут стать отличным дополнением к вашим старым игрушкам. Вяжутся они все максимально просто и очень быстро. Вот таких вот комплектов вы сможете связать несколько всего лишь за день. Также не забывайте, что можно сделать что-то типа гирлянды, например, из вот таких вот елочек или из вот таких вот звездочек. Просто связать их какое-то количество, развесить на какую-нибудь красивую ленточку либо ниточку, и можно повесить на стену, рядом с вашим рабочим столом и так далее. Не забывайте, что к любой пряже можно добавить вот такую самую обычную люрексную нить. И смотрите, как преображаются игрушки. Смотрите, вот здесь я добавляла через один ряд, здесь в елочку добавила люрекса, вот здесь в звездочку. Смотрите, как они совсем по-другому смотрятся, прям нарядно, празднично. Также можно использовать искусственный снег, например, вот для вот такой шишечки. Можно классно как-нибудь красиво этот снег вот сюда по краям чешуек наклеить. Очень здорово будет смотреться, прям очень натурально. Используйте блестки, глиттер и так далее. Когда как не на Новый год использовать максимально большое количество блеска. В принципе, каждую из этих игрушек можно вязать абсолютно из любой пряжи. Но, например, вот эти звездочки вяжите из пряжи потоньше, тем самым они будут выглядеть намного аккуратнее. Вот эти леденцы я вязала из плюшевой пряжи, просто я хотела как-нибудь разбавить вот этот ярнар джинс. Вот это все связано из ярнар джинса. Смотрите, какие они объемные, классно смотрятся. Напишите в комментариях, какая вам игрушка понравилась больше всего, какая у вас получилась. Возможно, вы уже связали какую-либо из них. А еще представляете, как классно будет, если все вот эти игрушечки объединить одним цветом, чтобы все было в одной цветовой гамме. Такая получится коллекция игрушек собственного производства. Мне кажется, очень здорово будет. Мастер-класс по снежинкам. Вы можете перейти по ссылке, посмотреть здесь. Для игрушки шишечки нам понадобится какая-либо форма в виде овала, либо в форме яйца. Я вот нашла в рукодельном вот такое деревянное яйцо. Смотрите, размер яйца 5,2 на 3,6 сантиметров. Самое обычное яйцо, они часто продаются в рукодельных. Наверняка можно найти и в Леонардо. Если найдете пенопластовое, будет еще лучше, она будет легче. Если нигде не сможете найти такую форму, можно сделать самим, например, из фольги сформировать овал, либо яйцо. Далее нам нужно будет навязать много вот таких вот чешуек. Это просто самый обычный круг. Я взяла пряжу ярнар джинс. Мне кажется, это самая оптимальная толщина пряжи для этой задумки. И какой-либо клей, я буду пользоваться клеем-пистолетом, вы можете использовать любой. На создание этой игрушки меня вдохновила вот эта моя старая елочная игрушка, которая состоит из зеркального пластика. Очень она мне нравится. Я подумала, почему бы не сделать что-то похожее, подобное, но из пряжи. Я буду вязать крючком номер 3, просто мне им удобно вязать. Вы можете вязать любым вам удобным. 2, 2,5, 3, 3,5. Ярнар джинс у меня цвет где-то затерялся. Я не знаю, что это за цвет. Просто коричневый, вот с таким вот вкраплением. Видите, он как бы неоднородный. Ну, выбирайте любой, который вам будет нравиться. Как я уже сказала ранее, это самый обычный круг. Делаем кольцо амигуруми, волшебное кольцо, либо скользящую петлю. Обхватываем 2 пальчика. Таким образом. Продеваем крючок. Вытаскиваем нить, делаем закрепительную петельку. За хвостик можно подтянуть и уменьшить колечко до нужного вам размера, как вам будет удобно его держать. Хвостик всегда лежит параллельно колечку. И в кольцо провязываем 6 столбиков без накида. Ныряем в колечко, вытаскиваем рабочую нить, провязываем столбик без накида. Первый. Кто боится его пропустить, эту первую петельку, отмечайте ее всегда. Далее сюда же 2 столбик. Сюда же 3, 4, 5 и 6. Тянем за хвостик, и таким образом у нас колечко заужается, стягивается. Сильно так стяните, чтобы здесь не было в серединке отверстия. И в самую первую петельку, отмеченную маркером, выбираем маркер, в самую первую петельку начинаем провязывать 2 ряд. Сейчас во 2 ряду в каждую образовавшуюся петельку будем провязывать по одной прибавке, то есть по 2 столбика без накида. Вот в эту петельку, отмеченную маркером, провязываем 2 столбика. Сначала первый. Если хотите, тоже можно отметить первую петельку. И сюда же в эту петлю 2 столбик. Далее следующая свободная петелька. В нее провязываем также 2 столбика без накида. Первый. Сюда же 2.
И делаем то же самое с оставшимися 4 петельками, по 2 столбика без накида в каждую. Подошли к началу ряда. Мне показалось этот размер чешуйки самый оптимальный для вот этого размера заготовки. То есть вот так примерно я приложила и смотрю, что это не маленькая и не слишком большая чешуя. Все отлично мне подходит. Я заканчиваю на этом. Если у вас размер заготовки больше и вам нужно сделать чешуйку побольше, вяжем следующий ряд. В следующем ряду в первую петельку, отмеченную маркером, провязываем столбик без накида, в следующую 2 столбика. В следующую петельку 1 столбик, в следующую 2. И так чередуем до конца ряда. То есть если вы не знаете, как вяжется круг, посмотрите вот в этом мастер-классе, когда мы вязали панаму. Там вы можете посмотреть, как мы вяжем каждый последующий ряд. Я заканчиваю вязание своего круга. В петельку, отмеченную маркером, просто провязываю соединительный столбик. Нить обрезаю с небольшим запасом. Из серединки тоже я обрезаю нить. Хвостик вытаскиваем. И сейчас его мы спрячем, чтобы образовался ровный край. С изнанки крючком вытаскиваем рабочую нить на изнанку. Возвращаемся чуть-чуть назад, ныряем крючком в перемычку и вылазим крючком прямо в середину косички, которая у нас образовалась по краю. И через нее продеваем нашу нить, хвостик. Все, нить вот здесь обрезаем. Вот такой кружочек получился, размер примерно 1,5 сантиметра. Навяжите какое-то количество этих кружочков, если будет не доставать, просто довяжем. И смотрите, каким образом, конечно же, проще клеить, начинать с низа, да, потому что они у нас как бы будут как чешуя, одна на другую заходить. То есть вот это первый ряд, сейчас вот так обклеим, потом начнем вот так второй ряд накладывать. Но здесь есть вероятность, что вы снизу сможете ошибиться и не ровно выложить вот этот нижний край, да, первый ряд, от которого потом мы будем выкладывать все наши последующие ряды. Он может получиться у вас криво, например, да, вот так раз скосите, и будет все потом некрасиво. Я буду клеить вторым вариантом сверху. Он, конечно, менее удобный, потому что будут чешуйки чуть-чуть мешать каждый раз вот клеить следующий новый ряд. Но зато я буду точно знать, что я с самого начала, вот видите, здесь с самой серединки я начну все ровно клеить. Вот видите, то есть тут никак не ошибешься. То есть все будет абсолютно ровно. Я наклею сейчас самый первый кружочек вот сюда ровно посерединке. Я буду использовать горячий пистолет, потому что клей намного быстрее сохнет таким образом. Все, я таким образом прикладываю. То есть не обязательно обклеивать всю чешуйку. Ничего страшного, даже будет очень натурально выглядеть, если будут здесь края не приклеены, а вот так чуть-чуть торчать в разные стороны. Далее беру следующую чешуйку, наношу клей просто сверху, не на всю плоскость кружочка, просто сверху. Вот прикладываю вот таким образом. Можете вот здесь сверху чуть-чуть ее наложить, можно прямо вот так впритык первый ряд, прям вот как хотите. И не забывайте, что нам в следующие ряды нужно будет вот так подкладывать кружочек под уже приклеенный. То есть обязательно оставляйте непроклеенный низ. Берем следующий кружочек. И наклеиваем. Смотрите так, чтобы вот здесь между этими кружочками не было расстояния, не просвечивала ваша заготовка. Все, таким образом обклеиваем первый ряд. Вот так получился первый ряд. Следующий ряд клеим в шахматном порядке. То есть вот этот следующий кружочек между двумя предыдущими. Вот так. Прям очень красиво получится. Продолжаем. Готов второй ряд. Аналогично обклеиваем до конца заготовки. И когда уже обклеили всю заготовку, подошли к самому кончику. Смотрите, здесь, в принципе, можно и вот таким образом сделать, да, то есть с тупым кончиком шишечка получится. Но можно еще и вот так сделать, то есть как бы продолжить. Вот так вставим несколько вот этих наших кружочков. Также наклей сейчас я сделаю. И вот такой остренький носик получится у нашей шишечки. То есть делайте, как вам больше нравится. Вот такая красота получилась. Если у вас где-то в каких-то местах получились вот такие проплешинки, просто можно запихать эту же пряжу, такие небольшие кусочки. Просто заполнить это пространство. Также на клей посадить. И, в принципе, этого всего будет не видно. Можно расслоить эту же пряжу на тоненькую ниточку. Продеваем прям в самую макушку. Это можно, в принципе, было сделать и до того, как мы наклеили вот этот самый первый кружочек, чтобы было удобно. Завязываем на узелочек, и игрушка готова.
Для следующей игрушки берите любую пряжу, которая у вас есть в наличии. Желательно та, что потолще нить, чтобы она хорошо держала форму. Я буду вязать также ярн джинсом в 2 сложения ниточки. Мой цвет 49. И я буду вязать крючком 4. Вы можете вязать любым вам удобным. Сейчас нам нужно вывязать самый обычный узкий тоненький прямоугольник. Потом мы сложим его вот так вот змейкой и сформируем таким образом елочку. И длину изначально набранной косички вы выбираете сами. Вяжите абсолютно любой длины. Делаем закрепительную петельку. И набираем любое количество на воздушную цепочку. Набрала воздушную цепочку, я не считала количество петель, в длину примерно получилось 45 сантиметров. И смотрите, сейчас будем вязать в обратном направлении за задние перемычки. Вот наша косичка, переворачиваем. Сейчас со второй перемычки от крючка провязывайте абсолютно любые столбики. Столбики без накида, столбики с одним накидом. Тогда, если столбики с одним накидом, то со второй перемычки от крючка полустолбики с накидом и так далее. Я буду провязывать полустолбики с накидом. Делаю накид, со второй перемычки от крючка продеваю крючок, вытаскиваю рабочую нить. И через все 3 петельки на крючке одной рабочей нитью. Также делаю накид в следующую перемычку. Вытаскиваю нить и через все 3 петельки на крючке одной рабочей нитью. И таким образом я провязываю до конца ряда. Если бы вы провязывали, например, столбики без накида, то вот ширина вот этой вот полосы получилась бы поуже. Если вы провяжете столбики с одним накидом, она получится пошире. Подошли к концу ряда. Провязываем самую последнюю перемычку. Не забываем про нее. И если вас устраивает ширина вашего получившегося прямоугольника, здесь, в принципе, можно ниточку обрезать. Вытаскиваем хвостик и завязываем на узелочки. Если вы хотите сделать пошире, просто провяжите нужное количество рядов. Вот такой прямоугольник у нас получился. И сейчас выкладываем змейкой форму елочки. Попробуйте несколько вариантов и выберите, который вам больше нравится. И смотрите, вот сейчас вот в таком положении нам нужно взять длинную иголочку, заправляем в нее нашу нить. Также на концах сверху и снизу могут быть вот такие вот деревянные бусины. Если у вас есть в наличии, можно их использовать. Можно, в принципе, абсолютно любые, жемчужные, бусины в цвет пряжи. Классно будет смотреться. Можно и без них, в принципе. Продеваем иглу вот здесь, прям в самую серединку, в основании. И вот так прям насквозь вот этой змейки получившейся. Расправляйте, так, чтобы все было красиво. Если вы делаете без бусины, здесь, в принципе, можно закрепить на узелочек, либо сразу здесь сделать вот такую петельку, и также закрепить на узелок. Здесь также завяжите на узелочек. Если вы сделаете с бусинами, продеваем бусину, и можно также в обратном направлении, чтобы укрепить елочку. Либо можно просто здесь вот так провязать за какую-либо петельку и просто вот так у вас получится здесь на кончике бусинка. Ну, давайте сделаем насквозь прям. Снизу я тоже хочу сделать бусину. Закрепляем ее. Здесь уже в обратном направлении не обязательно. Можно просто здесь где-нибудь прям раз зацепиться и выйти где-нибудь вот здесь через 2 ряда. Нить можно обрезать, завязать на узелочке внутри, здесь также. И вот такая классная елочка получилась. Если у вас, к примеру, вот этот хвостик вот так спадает, ничего страшного, можно расслоить вот эту нашу ниточку на тоненькую нить и вот просто вот так слегка прикрепить ее к этому ряду. И можно сделать еще один вариант с этой елочкой, с бусинами через какое-то количество рядов. Продеваем иголочку. Вот так через, например, я через 2 ряда. И вот беру бусинки поменьше. Смотрите, вот это первый вариант бусинок, это второй поменьше. Продеваем бусину. И опять через 2 ряда опять бусинку. И продеваю иголочку через 2 ряда. И так до конца. Вытаскиваем иголочку. Так, распрямите, чтобы все наши бусинки были видны. И, в принципе, все. В обратную сторону не обязательно проводить иголочку. Здесь можно закрепить на узелочек. Здесь аналогично. Просто вот так продеваем и завязываем на узелочек. Напишите в комментарии, какой из 2 вариантов елочки вам понравился больше. Здесь снизу елочки. При желании можно сделать, пришить вот такую бусинку, которая побольше, чем вот эти основные. И это будет вот как ножка елочки. Мне кажется, симпатично будет смотреться.
Берем нашу пряжу, я расслоила ее до одной ниточки, продеваем в иголку и продеваем в верхушку елочки. Завязываем на узелочек, и елочка готова. Следующая игрушка леденец. Я ее вязала из плюшевой пряжи, самая обычная Ярнар Дольче, белый и красный. Вязала крючком 4,5. Вяжется максимально просто тоже. Она состоит всего лишь из двух вот таких вот завиточков, белого и красного. Девчонки, кто вязал игрушки амигуруми, знакомы с этой техникой. Это один из самых распространенных элементов для игрушек. Например, его часто используют для волос единорога, для медузы и так далее. Вязать можно, в принципе, из любой пряжи, но берите пряжу потолще. Если нет толстой пряжи, берите пряжу в несколько сложений. И чтобы понять, какого размера леденец получится, можно набрать изначально воздушную цепочку подлиннее. Я вот, например, не рассчитала, но я точно не знала, какого размера леденец я хочу. Я набрала изначально 55 воздушных петель. В итоге из этих 55 я использовала 37 воздушных петель, поэтому вот эту воздушную цепочку я просто обрежу. Это я вам говорю для того, чтобы вы тоже, к примеру, если не знаете, сколько петель набирать, просто провяжите побольше запасом и потом отрежете. Набираем самую обычную воздушную цепочку, делаем закрепительную петлю, и я провязываю 37 воздушных петель. Провязали цепочку, и со второй петельки от крючка, не за заднюю перемычку, а можно здесь, в принципе, взять за задние стеночки косички. Со второй петельки от крючка в каждую петельку до конца ряда мы будем провязывать по 3 столбика без накида. Провязываем во вторую петельку от крючка первый столбик, в эту же петельку второй и сюда же третий. В следующую петельку за заднюю стеночку провязываем первую петельку, сюда же вторую, сюда же третью. И так далее до конца ряда. В каждую петлю провязываем по 3 столбика без накида. Из-за такого большого количества прибавок вот такая будет образовываться кудряшка. Сразу же вот так заворачивайте ее в ту сторону, в которую она загибается, потому что потом это будет неудобно. И все, таким образом провязываем до конца ряда. Подошли к самой последней петельке, провязали в нее также 3 столбика без накида. Можно обрезать ниточку, вытаскиваем хвостик. Вот эти два кончика, начало и конец вязания, можно перевязать на 2-3 узелочка и обрезать. Таким образом, мы должны связать две абсолютно одинаковые детали. Смотрите, чтобы вам было понятнее, потому что при вязании у вас может завиток заворачиваться в другую сторону. Это ничего страшного, просто вот сейчас посмотрите и поймите принцип, как это должно сейчас перекручиваться. Вот я здесь закончила ряд, здесь я обрезала ниточки. Смотрите, как бы мои завитки смотрят вниз у этой детали. Одну из деталей переворачиваем, чтобы у нас завитки смотрели в разные стороны. Прикладываем друг к другу вот этими вот барашками. Вот эта выпуклая часть и вот эта. Вот таким образом. Начало сложили и начинаем закручивать. Вот эти ложбинки ложатся друг у друга. Прям вот как пазл. Вот такая колбаска у нас получилась. При желании, если хотите, здесь самой обычной ниточкой, тонкой с иголочкой можно вот так скрепить здесь начало и конец ряда, и здесь вот эти две части. Сейчас складываем, смотрим, какая сторона нам нравится больше. Складываем так, как мы хотели бы видеть наш леденец. И чтобы он держал форму, сейчас можно пустить вот прям через серединку абсолютно любую проволоку, которая у вас есть. Прям через серединку, но вот так достаточно легко продевается. Продела проволоку. И сейчас выгибаем в такую сторону, которая вам нужна. Так аккуратненько. Поправляем все как нужно. И вот что у нас получилось. Сейчас можно в самую верхушку продеть веревочку, на которую вы будете подвешивать. Завязываем на узелок, и все готово. И такой совет, чтобы вот эти вот наши завиточки не было такого пространства между ними, чтобы вот он такой был плотненький, красивый, вяжите туже, как можно туже вот эти прибавки по 3 петельки в одну, как можно туже вяжите и у одной, и у другой детали. Далее можно связать вот такие вот звездочки. Я вяжу из Yarn Jeans крючком номер 3. Делаем кольцо амигуруми, скользящую петлю или волшебное кольцо, обхватываем 2 пальчика, продеваем крючок, вытаскиваем нить, делаем закрепительную петельку
И сейчас будем провязывать вот в это колечко столбики с одним накидом и с одной петелькой между ними. Делаем имитацию первого столбика с накидом, 2 воздушные петли, 1, 2, и одну воздушную петельку между этими столбиками, еще одна петелька. Делаем накид, провязываем в колечко столбик с накидом. Воздушная петелька между столбиками, делаем накид в это колечко, столбик с накидом. Делаем воздушную петельку, накид, в колечко, столбик с накидом. И вот таких вот столбиков всего в кружочке у нас должно получиться 10. То есть вот эта имитация столбика с накидом и еще 9 вот таких вот столбиков. Провязываем так до конца. Довязали последний столбик. После него, как обычно, делаем одну воздушную петельку. Подтянуть колечко можно за вот этот хвостик потуже, чтобы здесь в серединке не было отверстия. И подсоединяемся соединительным столбиком во вторую петельку изначально набранной косички. Первая, вторая. Провязываем просто соединительный столбик. Далее в следующем ряду будем провязывать вот в эти образовавшиеся маленькие арочки. Сейчас, видите, мы сейчас над столбиком провяжем просто соединительный столбик в арочку, чтобы оказаться прям в арке. И сейчас будем провязывать в каждую арочку по 3 столбика с накидом с единой вершинкой. Делаем имитацию первого столбика. 2 воздушные петли. 1, 2. Делаем накид. В эту же арочку провязываем первый столбик не до конца, только через 2 петли. 2 петли на крючке. Накид в эту же арочку. Провязываем только через 2 петли. 3 петли на крючке, 1 рабочей нитью. Между этими лепесточками делаем по 2 воздушные петли. 1, 2. Сейчас вяжем в следующую арочку. 3 столбика с одним накидом, с одной вершинкой. Делаем накид. В арочку провязываем первый незаконченный столбик. 2 петли на крючке. Накид. В эту же арочку только через 2 петли проводим. 3 петли на крючке. Накид. В эту же арочку только через 2 петли. 4 петельки на крючке, 1 рабочей нитью. 2 петли воздушные между лепесточками. И таким образом провязываем до конца ряда. У нас должно получиться 10 вот таких вот лепесточков. После последнего, как обычно, делаем 2 воздушные петельки. И подсоединяемся соединительным столбиком во вторую петельку изначально набранной косички. И сейчас будем вывязывать уголочки наших звездочек. Сейчас подберемся соединительным столбиком к самой ближайшей арочке. Сейчас провязываю первый столбик соединительный. И вот прям в арочку еще один соединительный столбик. И начинаем провязывать наши уголочки. Сейчас будем провязывать все в одну арочку. Делаем накид, провязываем полустолбик с накидом. Далее сюда же подряд 2 столбика с одним накидом. Накид. Провязываем первый столбик с накидом, накид, сюда же, второй столбик с накидом. Делаем 2 накида, провязываем сюда же столбик с 2 накидами, через 2 петли, через 2 петли, через 2 петли. Вот этот самый уголочек состоит из 3 воздушных петель. Можете сделать 4 петельки, тогда он у вас 4-5 петель, тогда он у вас будет еще острее. Это смотрите, как вам больше нравится. 1, 2, 3. И вяжем в обратном направлении. То же самое, как мы сейчас это провязали в эту же арочку. Делаем 2 накида. Провязываем сюда же столбик с 2 накидами. 2 столбика с одним накидом. Первый. Сюда же. Второй. И сюда же провязываем полустолбик с накидом. Накид. Петельку. И через 3 петельки на крючке 1 рабочей нитью. Вот один лучик у нас получился. Делаем 1 воздушную петельку. Столбиком без накида подсоединяемся в следующую арочку. Делаем еще 1 воздушную петельку. И начинаем провязывать в следующую арочку. Все то же самое, как и здесь. Делаем накид, провязываем полустолбик с накидом. Далее 2 столбика с одним накидом. Первый. Второй. Далее 2 накида. Провязываем столбик с 2 накидами. 3 воздушные петли. В обратном направлении делаем 2 накида. Провязываем столбик с 2 накидами. 2 столбика с одним накидом. И заканчиваем полустолбиком с накидом. Делаем 1 воздушную петельку. В следующую арочку подсоединяемся столбиком без накида.
И делаем еще одну воздушную петельку. Далее опять следующую арочку провязываем очередной наш уголочек. И таким образом у нас должно получиться 5 вот таких лучиков. После последнего лучика, как мы провязали полустолбик с накидом, как обычно провязываем воздушную петельку, столбиком без накида подсоединяемся в последнюю арочку, делаем одну воздушную петельку и подсоединяемся с соединительным столбиком во вторую петельку изначально набранной косички. Ниточку обрезаем, хвостик вытаскиваем и делаем незаметное соединение. С изнаночной стороны продеваем хвостик наизнанку. Возвращаемся чуть-чуть назад, продеваем крючок в перемычку, вылазим в середину косички и вытаскиваем хвостик. Закрепляем на узелочке и обрезаем. С изнаночной стороны можно прогладить наши звездочки, так пальчиками поправляя уголочки, чтобы они были остренькие. Размер звездочек получился примерно 7 сантиметров. Продеваем ниточку и все готово. Для следующей игрушки нам понадобится любой шар. Это может быть заготовка из пенопласта, старый ненужный елочный шар. Окружность моего шара 24,5 сантиметра. Но так как не факт, что у вас будет точно такого же размера шар, возможно, вы будете вязать другой пряжей. Поэтому я сейчас вам покажу принцип, как мы будем вязать. И вы с легкостью сможете обвязать любой имеющийся у вас в наличии шар. Нам нужно будет связать две вот такие вот половинки, которые впоследствии мы будем сшивать вот здесь по шовчику посередине шара. Кстати, можно обойтись без заготовки и без елочного шара. Можно связать две вот такие вот одинаковые половинки, вот так вот сшить их не до конца, набить его каким-нибудь наполнителем, там с холофайбером или синтепухом каким-нибудь, и сшить до конца, вот так сформировать, чтобы он был как можно более круглым, и все, у вас получится отличный набитый шар. Можно вязать абсолютно из разных цветов, можно сделать каждый ряд новым цветом, либо наоборот однотонным. Кстати, тоже очень будет здорово смотреться, такой минималистичный дизайн. Смотрите, я хочу начать свою вторую половинку с белой серединки, так, чтобы у нас вот здесь при стыковке вот этих вот половинок не было вот здесь толстой красной полосы. Как я уже сказала, у меня это Yarn Art Jeans, белый и красный цвет, и я вяжу крючком 3. Делаем кольцо амигуруми, обхватываем 2 пальчика, вытаскиваем рабочую нить. Делаем закрепительную петельку. Колечко можно подтянуть так, как вам удобнее. Хвостик всегда лежит параллельно колечку. И сейчас в это колечко мы должны провязать 8 пучков, которые состоят из 3 столбиков незаконченных с одним накидом с единой вершинкой. И между ними по одной воздушной петле. Делаем имитацию первого столбика с накидом. Делаем 2 воздушные петли. 1, 2. Делаем накид в колечко. Провязываем первый столбик незаконченный, и еще накид провязываем в колечко только через 2 петли. 3 петли на крючке продеваем одной рабочей нитью. Делаем одну воздушную петельку, провязываем следующий пучок, делаем накид, в колечко провязываем первый незаконченный столбик с накидом, накид в колечко только через 2 петли, второй столбик, накид в колечко, вытаскиваем нить и провязываем только через 2 петли. 4 петельки на крючке объединяем одной рабочей нитью. Делаем воздушную петельку. И еще нам нужно провязать вот таких вот 6 пучков. У нас должно получиться всего 8 пучков. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. По одной воздушной петельке между ними. После последнего пучка делаем также воздушную петельку. Колечко подтягиваем поплотнее, чтобы здесь было как можно меньше отверстия посередине. И вот в самую верхушку самого первого лепесточка пучка провязываем просто соединительный столбик. Далее в следующем ряду будем провязывать вот в эти образовавшиеся арочки между лепесточками, вот этими пучками, новые такие же пучки. У нас вся вот эта полусфера состоит из таких пучков по 3 столбика с одним накидом, с единой вершинкой. Сейчас нам нужно подобраться вот к этой арочке просто соединительным столбиком. Провязываем в него не до конца столбик. Сейчас будет смена нити. Через 2 петельки на крючке провязываем, продеваем новую нить. Можно завязать на узелок, чтобы это все не развязалось. Белую нить можно обрезать. Следующий ряд у нас состоит как бы из прибавок. То есть в каждую арочку мы будем провязывать по 2 вот таких вот пучка. И между каждым пучком будем делать по одной воздушной петельке. Вот мы уже в арочке. Начинаем провязывать пучок. Делаем имитацию первого столбика с накидом. 2 воздушные петли. Сюда же в арочку делаем, провязываем первый незаконченный столбик, накид сюда же в арочку, второй незаконченный столбик. Все 3 петли на крючке одной рабочей нитью. 1 воздушная петелька. И провязываем в эту же арочку еще один вот этот пучок.
первый столбик незаконченный, накид сюда же второй, накид сюда же в арку, третий. Все 4 петельки на крючке одной рабочей нитью. Опять делаем воздушную петлю, вяжем в следующую арочку. Идентично. Первый столбик, накид, второй незаконченный, накид, третий, 4 петли на крючке одной рабочей нитью, одна воздушная петля, и сюда же точно такой же пучок в эту же арочку. Одна воздушная петля, и продолжаем вязать так до конца ряда, то есть в каждую арочку провязываем по 2 пучка, и между каждым пучком всегда делаем по одной воздушной петле. У нас получилось 8 вот таких вот двойных пучков. После последнего, как обычно, делаем воздушную петельку и подсоединяемся соединительным столбиком во вторую петельку изначально набранной косички. Провязываем просто соединительный столбик. Сейчас нам также этим цветом нужно подобраться вот прям к самой следующей ближайшей арочке после одинарного пучка. Прям вот провязываем сразу же в арочку. Делаем смену нити. Через 2 петельки на крючке продеваем новую нить. Завязываем на узелок. Следующий ряд будем вязать таким образом, также в каждую вот эту арочку получившуюся. В одну арочку провяжем 1 пучок, в следующую 2 пучка, в следующую арочку 1 пучок, 2, 1, 2. И так будем чередовать до конца ряда. Таким образом у нас кружочек будет расти равномерно вширь, не будет загибаться как корзиночка. Так, смотрите, мы уже в арочке. Здесь опять провязываем имитацию первого столбика с накидом, 2 воздушные петли. Накид, в эту же арочку провязываем первый столбик, накид, и сюда же второй. 3 петли на крючке одной рабочей нитью. Воздушная петелька. В следующую арочку провязываем 2 пучка с одной воздушной петелькой между пучками. Воздушная петелька. И делаем все то же самое до конца ряда. В следующую арочку одинарный пучок, в следующую 2, 1, 2 и так до конца ряда. Довязали в последнюю арочку двойной пучок, после него, как обычно, воздушная петелька. Подсоединяемся во вторую петельку изначально набранной косички с соединительным столбиком. Подбираемся сразу же к следующей ближайшей арочке с соединительным столбиком. Если у вас здесь какое-то количество петелек, можно вот прям по ним пройтись. Раз. Через 2 петельки на крючке продеваем новую нить. Если у вас примерно такого же размера заготовка, смотрите, прикладываем к шару, смотрим, как смотрится наша связанная деталька. И если мы в следующем ряду провяжем тоже какое-то количество прибавок, то у нас будет также просто плоский круг, который впоследствии плохо будет прилегать к шару. Поэтому мы сейчас уже должны будем в следующем ряду сделать такую комбинацию вот этих вот пучков, чтобы наша вот эта деталька уже начала чуть-чуть загибаться, то есть повторять форму шара. То есть вы точно так же берете и примеряете прям четко по своим шарам. Если у вас размер шара побольше, например, следующий ряд вам нужно сделать так, чтобы он еще пока не загибалась вот эта наша деталька, а продолжался у нас ровный круг. В следующем ряду вы будете провязывать такую комбинацию. Чередовать в одну арочку 1 пучок, в следующую арочку 1 пучок, в следующую арочку 2 пучка, 1, 1, 2. И таким образом до конца ряда. То есть у нас круг сохранит свою форму. И уже, например, через вот этот один ряд вы также должны уже будете, скорее всего, загибать, делать так, чтобы у вас вот эта ваша заготовочка загибалась, вот как и у меня. То есть повторяла форму шара. Это все делается опытным путем. Я вот тоже пару раз провязала вот эти последние 2 ряда. Каждый раз все примеряла, смотрела. Также и вы тоже смотрите все опытным путем. Не получился один ряд, просто возьмите, распустите и свяжите заново. Следующий свой ряд я буду провязывать просто в каждую арочку по одному пучку с одной воздушной петелькой между ними. Делаю 2 воздушные петли. В эту же арочку первый столбик незаконченный, сюда же второй незаконченный, одной рабочей нитью. Все 3 петельки на крючке. Делаю воздушную петлю. В следующую арочку одинарный пучок. Воздушная петля. И так далее в каждую арочку по одинарному пучку. То есть смотрите, когда у нас нет вот этих вот двойных пучков, это означает, что у нас нет прибавок, кружочку некуда расти, и сейчас он вот так будет загибаться постепенно в корзиночку. После последнего пучка, как обычно, делаем воздушную петельку, подсоединяемся во вторую петлю соединительным столбиком. Подходим соединительными столбиками к самой ближайшей арочке. Через 2 петли на крючке продеваем новую нить.
Примеряем все к нашей заготовке, к нашему шару. И смотрите, в принципе, можно в следующем ряду провязать небольшое количество прибавок, то есть чтобы наша вот эта деталька вязаная чуть-чуть расширялась, что я и сделала вот с этой своей половинкой. Но, скорее всего, кстати, я сейчас попробую на вот этой второй привязать чуть-чуть по-другому, так, чтобы вот эта полусфера лежала чуть более плотно облегала. Видите, все-таки как-то свободновато чуть-чуть. Если мне понравится вот этот вариант, который я сейчас делаю, я просто перевяжу вот этот последний самый ряд на вот этой готовой своей детали. Поэтому сейчас я точно так же провяжу просто в каждую арочку по одному пучку с одной воздушной петелькой между ними. То есть повторяем предыдущий ряд идентично. После последнего пучка, как обычно, воздушная петля с соединительным столбиком во вторую петельку изначально набранной косички подсоединяемся. И примеряем сейчас, что у нас получилось. Да, намного лучше. Видите, вообще никаких зазоров нет. Поэтому сейчас на вот этой вот детали, самый последний ряд я свой сейчас распущу. И потому что, видите, я здесь провязывала прибавку, одинарный пучок, прибавку одинарный. Готово. Примеряем первую половинку, вторую. И смотрите, здесь не нужно делать так, чтобы сейчас в готовом виде у вас состыковывались вот эти ваши половинки. Будет намного красивее, намного лучше, если здесь будет какое-то расстояние, и вы просто за счет пряжи у нас все-таки тянется, когда будем вот так их сшивать, просто будем натягивать хорошо, и у вас получится идеально ровный шар. Потому что если у вас будет прямо вот так впритык, здесь будут какие-то морщинки некрасивые, все это будет не так хорошо выглядеть. Поэтому оставляйте небольшой зазор. Конечно, сильно огромным тоже не нужно оставлять, просто вот так приложите и вот попробуйте пальчиками натянуть, дотягиваются ли вот эти два края друг до друга. Если да, то все, в принципе, можно остановиться. Получается, здесь нить обрезаем, когда мы закончили последний ряд. Можно сделать, провязать соединительный столбик. Хвостик вытаскиваем и делаем красивое незаметное соединение. С изнанки в следующую петельку проводим крючок, вытаскиваем нить, возвращаемся чуть-чуть назад. Проводим крючок в перемычку, выходим прямо в середине косички и выводим туда хвостик. Продеваем в иголку нашу пряжу, состыковываем две вот эти половинки и начинаем сшивать. Можно продеть с изнаночной стороны под нижнюю, дальнюю от нас стеночку косички, оставим небольшой хвостик, потом закрепим. И вот так можно потайным невидимым шовчиком, смотрите, также вот в нижнюю стеночку дальней от нас косички. Потом мы ее затянем. Далее опять смотрите, ближнюю от нас косичку, а также нижнюю стеночку. И сразу же вот можно за дальнюю стеночку, за дальнюю косичку, также за нижнюю стеночку. Можно, в принципе, поначалу снять вот этот шар, убрать, он пока что не нужен. Довяжите какое-то количество петелек, оставьте место, чтобы потом его можно было хорошо продеть. Дошиваем наш шовчик. Кончики можно завязать на узелочки и вывести туда вовнутрь. И вот смотрите, какая красота получилась. Прям идеальный шар, ничего нигде не торчит. Все прям очень плотненько сидит. И смотрите, если хотите, можно украсить какими-нибудь ленточками вот здесь на макушке шарика. Если умеете как-нибудь красиво складывать. Классно будет, если в цвет пряжи у вас будет ленточка. Вот что-то типа такого. Сейчас я покрасивее как-нибудь ее сложу. Либо вот такая классная. Смотрите, у меня есть лента. Очень здорово, как иней какой-то. Тоже из нее что-то можно такое красивое сделать. Вот что-то типа такого. Можно совмещать ленточки, можно вообще без них. Так что смотрите, как вам больше нравится. Также подсоединяем в любом месте нашу ниточку, за которой будем вешать. Наши игрушки готовы. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!